you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим динамические внутриканальные наушники от компании Hidis и стоимостью $65. И приходят эти наушники в очень небольшой по габаритам коробке с минималистичным приятным оформлением, где на лицевой части здесь изображены сами наушники, имеется логотип компании и указано название этой модели МК10. Ну а здесь сзади уже указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, а чувствительность составляет 113 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. И на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Фирменный мешочек для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников, гарантийная карточка, 2 набора силиконовых амбушюр, ну и сменные звуководы, предназначенные для небольшой коррекции звучания. Если звуководы с черной резинкой имеют больший акцент на бас, то те, что с красной резинкой, немного усиливают вокал, а с этими, что с прозрачной резинкой, мы получаем более энергичное и яркое звучание. Эти наушники довольно крупные и были выполнены полностью из цинкового сплава в виде шлема железного человека. Внешний вид, конечно, у них привлекательный, но они очень легко собирают на себе все отпечатки, поэтому вам придется их постоянно протирать. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом имеется первое отверстие для компенсации, и присутствует маркировка канала и указано название этой модели. Ну и на внутренней части здесь уже находится второе отверстие для компенсации, а звуковод у них имеет длину около 4 мм, диаметр 5 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой. Но сидят эти наушники в ушах довольно хорошо, и никаких проблем при их использовании у меня не было, несмотря на их довольно внушительные размеры, за счет которых они, конечно, явно выпирают из уха, но зато я могу отметить хорошую звукоизоляцию и отличное прилегание к ушам. А вот комплектный кабель я бы точно посоветовал вам сразу поменять, если вы, конечно, планируете выжать максимум из этих наушников. Но приобрести динамические наушники Hidis MK10 Arcsonics вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Hidis на AliExpress, либо на их официальном сайте hidis.net. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Hidis MK10 со стандартным звуководом с черной резинкой. И с ним эти наушники имеют усиление низких частот на 9 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины и последующим довольно аккуратным переходом к области верхней середины с основным акцентом на 2,5 кГц. Ну а высокие частоты тут, как у и абсолютно всех подобных бюджетных динамических наушников с немного модифицированной настройкой Harman 2019, плавно затухают после 15 кГц, что является нормальным результатом. Но установив уже звуковод с красной резинкой, как видите на графике, тут разница будет не слишком большая, но на слух эти наушники начинают звучать слегка поэнергичнее и насыщеннее в области верхней середины. Ну а если окажется, что кому-то и этого будет мало, то тогда вы можете смело установить звуковод с прозрачной резинкой. И с этим звуководом у этих наушников заметно ослабляются низкие частоты и очень явно выделяется область верхней середины и высоких частот. В общем, это уже чисто такой идеальный вариант для любителей максимально сконцентрированного прослушивания вокальных композиций. Ну а теперь давайте обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Hidis MK10 получились удивительно собранными и живыми, и без попытки давить количеством или создавать эффект раздутого баса. И здесь сразу ощущается умеренная подача, где бас теплый по характеру, динамичный, с приятной телесностью, но при этом аккуратный и хорошо контролируемый. Он не лезет вперед, не старается доминировать в звучании, а наоборот очень правильно вписывается в общую картину, создавая ощущение более лучшей цельности и музыкального баланса. При этом саб-бас у MK10
МК-10 получился довольно глубоким. Он уверенно уходит вниз и хорошо ощущается в треках, где нужен фундамент и объем, но при этом он не расползается и не превращается в какой-то там непонятный гул. И поэтому здесь не возникает того неприятного ощущения раздутого инфраниза или давления на уши, поскольку саббас здесь всегда работает как основа, аккуратно добавляя глубины и плотности, но не перегружая подачу и не отвлекая вас уже от музыки. И на фоне этого мидбас звучит пышно и достаточно ударно. Удары ощущаются четко, с хорошей атакой и живостью, но без излишней какой-то жесткости или сухости. Бас-бочка и ритмические партии подаются прям с телом и энергией, создавая нужный драйв и ритм, но при этом мидбас здесь не забивает середину и не превращает общее звучание в кашу, и благодаря этому все остается уже более разборчивым и собранным на выходе. И в целом, как для динамических наушников, текстурность баса здесь реально на хорошем уровне, поскольку бас читаемый, с формой и характером, и воспринимается не как какой-то там абстрактный низкочастотный фон, а как уже полноценная и понятная часть музыкальной картины. И в итоге низкие частоты в Hidis MK10 ощущаются теплыми, динамичными и живыми, с хорошим балансом между глубиной, ударом и контролем. Это, конечно, не про басхедность, но про тот самый умеренный и зрелый бас. Но средние частоты в Hidis MK10 подаются умеренно энергично и с заметным акцентом, благодаря чему звучание сразу воспринимается более живым и вовлекающим. И поскольку это наушники с Harman настройкой, то безусловно вокал здесь действительно был немного выдвинут вперед. Он хорошо читается, ощущается близко, с телом и присутствием, и без ощущения какой-то отстраненности или холодной аналитичности. Но при этом важно отметить, что подача не уходит там в какую-то утомительную неприятную крикливость. Вокал, будь то мужской или женский, всегда звучит здесь уверенно, насыщенно, комфортно, не утомляя даже при длительном прослушивании. Ну а инструменты ощущаются телесными, плотными, с хорошей массой и наполнением. Звучание здесь не сухое, не стерильное, а наоборот в нем есть приятная теплота и естественность, которая добавляет музыке уже больше эмоциональности, за счет чего гитары, клавишные, струнные подаются с характером и живостью, создавая ощущение более настоящего присутствия внутри композиции. Да и разрешение для своего класса здесь на довольно хорошем уровне. Не рекордном, конечно, но в целом нюансы и детали считываются уверенно, и музыка здесь не сливается в какое-то одно полотно, а каждый элемент остается на своем месте. Ну да, конечно, им немного здесь не хватает прозрачности и воздушности, особенно если сравнивать эти наушники с более дорогими моделями, но в рамках этого бюджета, ребята, это абсолютно нормально. И в итоге средние частоты в Hidis MK10 воспринимаются как живые, плотные и эмоциональные, с хорошим балансом между энергией и комфортом. В общем, это именно та подача, которая не пытается поразить вас холодной техничностью, а наоборот затягивает и вовлекает, добавляет драйва и делает музыку по-настоящему увлекательной. Именно такой, которую хочется слушать как можно дольше. Но высокие частоты в Hidis MK10 воспринимаются достаточно детальными, но при этом точно не яркими, не утомительными, поскольку это не тот верх, который сразу бросается в уши или пытается впечатлить вас добавленным блеском. Здесь подача скорее зрелая и сбалансированная, но при этом я бы не назвал их темными. Верх присутствует здесь в нужном объеме, он ощущается и работает на общее звучание, и не создает ощущения какого-то завала или нехватки воздушности. И для динамических наушников техничность на высоких частотах тут реально хорошая, особенно с учетом их небольшого бюджета. И такие мелкие нюансы, как послезвучие, легкая реверберация на фоне, здесь все это слышно и воспринимается естественно, но просто без ощущения искусственного подчеркивания. Но что все же особенно важно, это то, что верх здесь действительно комфортный, нету резкости, сибилянтов или утомительной яркости, из-за которой хочется убавить громкость или сделать паузу. Напротив, высокие частоты здесь аккуратно дополняют середину и низ, добавляя музыке объема и завершенности, но не перетягивая все внимание на себя. И в итоге высокие частоты в Hidis MK10 ощущаются как правильные и выверенные. Они достаточно детальные, вполне техничные для динамических наушников, но при этом спокойные и музыкальные. Это тот верх, который не мешает вам наслаждаться музыкой, а наоборот делает прослушивание приятным и долгим, без усталости и без желания что-то подправить. Ну а звуковая сцена в Hidis MK10 точно
не пытается поразить какой-то сверхшириной или искусственным ощущением концертного зала, но при этом она была выстроена очень грамотно и воспринимается максимально естественно. По ширине сцена получилась здесь умеренной, и именно за счет этого она звучит комфортно. Она не зажата, но и не расползается прям во все стороны, сохраняя свою цельность и хороший фокус уже на происходящем. И при таком подходе и разделение планов ощущается на хорошем уровне. Инструменты здесь не сваливаются в одну точку, каждый элемент занимает свое место в пространстве, а общая звуковая картина остается понятной даже в более насыщенных и плотных аранжировках. И глубина при этом тоже ощущается нормально. Сцена здесь не кажется плоской, есть разделение на передний и задний планы. И за счет этого музыка воспринимается уже куда объемнее и заметно живее. Да и локализация в целом меня тоже порадовала. Все источники звука считываются легко, всегда понятно откуда и что звучит, и без размытости и какого-то ощущения хаоса. Да, конечно, это не ультра аудиофильская точность и не попытка удивить вас микроскопической расстановкой, но для своего класса МК-10 выдают действительно уверенное и аккуратное построение пространства. И в итоге звуковая сцена в Hidis МК-10 ощущается сбалансированной и оптимальной по всем параметрам, без крайностей, но с хорошей читаемостью, нормальной глубиной и уверенной локализацией. И такая сцена не отвлекает вас от музыки, не давит своим масштабом, а наоборот помогает вам лучше погрузиться в трек и просто получать удовольствие от прослушивания. Ну а вывод у меня получился таков: Hidis МК-10 это абсолютно классические динамические наушники с модифицированным тюнингом по Harman 2019, возможностью небольшой коррекции звучания с помощью звуководов и в целом очень грамотно сбалансированной и теплой подачей. И здесь точно не было попытки удивить чем-то радикальным или спорным, а наоборот, МК-10 берут своей максимально понятной, музыкальной и крайне универсальной настройкой, где бас звучит живо и собрано, середина радует плотностью и выдвинутым вокалом, верх комфортный и зрелый, а сцена выстроена аккуратно и естественно. И в сумме все это дает подачу, которая не утомляет, не раздражает и не требует какого-либо привыкания. В общем, это именно те наушники, которые включаешь и начинаешь просто слушать музыку. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.